Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим криптовалюту Solana. С вами канал Просто Крипто, и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Но если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Ну а мы начинаем. Solana — это первоуровневый блокчейн третьего поколения, который основывается на алгоритме консенсуса Proof of Stake. Он также использует базирующийся на Proof of Stake алгоритм Proof of History. Это метод вычисления время транзакции. Таким образом, отслеживая порядок транзакций, иначе, в отличие от биткоина и эфириума, и добиваясь большей масштабируемости протокола, Solana достигает значительно быстрой обработки транзакционных данных. Сам проект Solana основан в 2017 году, а в 2018 разработчики запустили первую версию тестовой сети. Проект под названием Solana Labs создали доктор наук Эрик Уильямс, разработчик OC Brew Грег Фиджеральд и бывший разработчик Qualcomm и Dropbox Анатолий Яковенко, который собственноручно создал новый алгоритм Proof of History. Впоследствии блокчейн прославился немыслимой скоростью обработки транзакций благодаря широкой масштабируемости протокола. Сам протокол, как и нативный актив Solana, были предоставлены широкой публике в 2020 году. 23 марта 2020 года состоялся голландский аукцион токенов Solana, участники которого могли вернуть до 90% переведенных средств. Solana Foundation — это некоммерческая организация со штаб-квартирой в Цуге, Швейцария, которая занимается децентрализацией, ростом и безопасностью сети Solana, основанная в июне 2020 года. В задачи организации также входит проведение исследований, в том числе с привлечением сторонних команд, просветительская и образовательная деятельность. В том же 2020 году криптодеривативная биржа FTX выпустила децентрализованную биржу Serum на блокчейне Solana. А в октябре этого года разработчики рассказали о создании кросс-чейн мост с Ethereum, который позволит транслировать криптовалюты между двумя блокчейнами. Solana выпустили первый стейблкоин в связи с событием Solana USDC. Этот плотный на коллаборации год также дал Solana интеграцию в блокчейне протокола Gravity от Waves. Система Oracle независима от блокчейна, которая придерживает межсетевую связь и сетчейны в рамках единой унифицированной структуры. Блокчейн Solana по-прежнему работает в тестовом режиме и далек от раскрытия всего своего потенциала. Однако это не мешает развитию уже нескольких DeFi разработок, существующих в сети. Итак, как же работает Solana? Solana — это известный конкурент Ethereum, который является вторым по величине блокчейном по рыночной капитализации. Solana предлагает способ создания DeFi-программ, которые с помощью блокчейнов избавляются от посредников. Ключевой проблемой эфира заключается высокая стоимость работы приложений. Когда Ethereum создает технологии второго уровня, Solana решает проблемы масштабируемости с помощью улучшенной базовой инфраструктуры, которая предлагает более быстрые и дешевые транзакции, включая тот же Proof of History протокол, или же метод доказательства того, что событие произошло в определенное время. Proof of History направлено на ускорение процесса заказа транзакций в блокчейне, что является неотъемлемой частью безопасной системы. Тем не менее, Proof of History не совсем алгоритм консенсуса, как его основа Proof of Stake. Это технология по сокращению ожидания подтверждения транзакций. Вместе с Proof of History и Proof of Stake упрощают систему выбора внутри цепи. Также лишним не будет обсудить важные новости, которые были за последнее время вокруг сети Solana. Цифровые издания пестрят заголовками новостей с названием прогремевшей в 2021 году компании Solana, которая продолжает активно вести свою деятельность и развивать блокчейн-сеть, несмотря на громкое падение монеты Solana. Интересно из последних новостей. TVL Solana достиг годового максимума. 2 октября общая заблокированная стоимость
стоимость активов в блокчейне Solana превысила $339 миллионов. Это самый высокий показатель с ноября 2022 года. Соучредитель и SEO Solana Labs Анатолий Яковенко в интервью с Cointelegraph вспомнил, какие опасения касательно судьбы многих построенных на блокчейне проектов вызвал коллапс FTX. И также Ван Эк допустил рост Solana до $3211 к 2030 году. И напоследок также стоит обсудить особенности криптовалюты Solana. Еще в 2019 году Анатолий Яковенко, основатель Solana, поделился в социальной сети особенностями своей площадки в подробностях. Самой яркой из них является алгоритм консенсуса Proof of History. Однако среди отличительных черт платформы есть и другие не менее интересные функциональные возможности. Первый – это пайплайнинг. Блок обработки транзакций для оптимизации проверки. Tower BFT. Proof of History – оптимизированная версия. Practical PBFT. Practical Byzantine Fault Tolerance. Cloudbreak – это база данных аккаунтов, масштабируемая горизонтально. Turbine – протокол распространения блоков. C-Level – параллельное выполнение смарт-контрактов. Archivers – распределенное хранилище реестров. И Gulfstream – это протокол пересылки транзакций без мемпула. Этот уникальный функционал Solana позволяет блокчейну обрабатывать тысячи транзакционных данных в секунду и создавать блок всего за 400 миллисекунд. И все же, несмотря на все плюсы, блокчейн имеет и свои подводные камни. Основным минусом Solana являются периодические сбои. В начале 2020 года пользователи несколько раз замечали нарушения в работе системы. И в 2023 году они не прекратили появляться. Чаще всего это связывают с тестовым режимом работы площадки. А теперь, какие же у экспертов прогнозы на Solana на 2024 год? Во время суперцикла роста в 2020-2021 году цена на Solana увеличилась более чем в 100 раз. Для инвесторов сейчас ключевой вопрос: является ли криптовалюта Solana хорошей инвестицией после значительной коррекции? Сможет ли восстановиться рост в перспективе 3 или 8 лет? Согласно прогнозу, в конце 2024 года цена Solana может достичь диапазона от $51 до 62. Ну, а касательно более долгосрочной перспективы, я уже рассказывала, что Ван Эк допустил рост Solana до $3211. Ну что же, на этой ноте наше видео подошло к концу. Надеюсь, что вам понравилось и было полезно. Не забывайте ставить лайки, а также колокольчики. И не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующие выпуски. А также, конечно же, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели следующие выпуски, чтобы мы с вами таким образом делали контент вместе. И перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, что у нас есть замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости, инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Но если вы трейдер или просто хотите купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. С вами был канал Просто Крипто, и помните, что крипто — это просто.